этого лука. Ни для кого не секрет, что в луке очень много витаминов. Есть витамины группы В, С, а также есть кальций и железо, фруктоза, сахароза, яблочная и лимонные кислоты. Лук оказывает на организм человека иммуностимулирующее действие, отхаркивающее, антибактерицидное, противовоспалительное. Поэтому я всегда его использую при сильном кашле, во время затяжного кашля. Вот, я беру репчатый лук, его очищаю, мою и тру на мелкой-мелкой терке. Получается такая луковая кашица. Затем я ее смешиваю с 1 ложкой столовой сахара, либо меда. Ну, что есть на тот момент, допустим, там дома. Вот, перемешав лук с сахаром, даю настояться минут 10. А потом, когда лук даст много сока, так, эту кашицу с соком нужно пить чайной ложечкой вот, через каждые 30 минут. Вот, в течение дня съесть эту кашицу, и наш кашель будет мягким. И в итоге он просто незаметно пройдет. А пока лук трешь на мелкой терочке, получается отличная ингаляция. Мы дышим эфирными маслами лука. Вот. И у нас очищается нос. Даже проходит гайморит. Также эту кашицу из лука я использую при растяжении связок. Лук – мощнейшее средство. Он отлично заживляет вот, наши поврежденные связки. Или это сухожилие. Может быть под коленом, может быть на щиколотке. Эту кашицу лука с сахаром я наношу на ткань. Затем эту ткань прикладываю к больному месту. Оборачиваю полиэтиленом и прибинтовываю эластичным бинтом. Буквально через пару дней, может быть через 3 дня этой процедуры у нас связки просто срастаются.